Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. В данном видео я хочу вам показать, как вяжется подушка в форме звезды. Она отлично украсит ваш интерьер, особенно детскую комнату. Вязать мы будем из трикотажной пряжи. Размер подушки по самой длинной стороне 38 сантиметров. Желаю всем приятного творчества! Для вязания нам потребуется вот таких два моточка трикотажной пряжи. Пряжа у меня от фирмы Бисквит, цвет Тиффани, в моточках по 100 метров. Ссылку на магазин я оставлю в описании. Также нам понадобится 5 маркеров, крючок номер 6 и вот такая вот пластиковая игла с большим ушком для сшивания деталей. Вязать мы будем вот такие вот две половинки. Вязание будет начинаться от центра, вяжется пятиугольник, и каждый клиночек мы будем провязывать отдельно. Сразу скажу, при вязании второй детали в конце, последний, когда будете провязывать клинок, нить не обрезайте, она нам понадобится для сшивания. Также нам еще понадобится вот такой вот наполнитель. Итак, приступим к вязанию второй половинки. Так как мы вязать будем от центра, поэтому для начала мы делаем кольцо амигуруми, накладываем нить нашу вот так вот на пальчики, обхватываем, делаем крест-накрест, с обратной стороны придерживаем мизинчиком, заводим крючок под первую нить, вторую захватываем и протягиваем, кольцо отпускаем и петлю нашу провязываем. Так как мы в колечко будем сейчас набирать столбики с накидом, поэтому мы делаем еще 2 воздушные петли. Раз, два. В кольцо мы должны набрать с вами 15 столбиков с накидом. Для этого делаем накид на крючок, заводим крючок в кольцо, захватываем рабочую нить и провязываем 2 петельки. Затем снова 2 петельки. Далее снова накид на крючок, в кольцо вводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем столбик. 2 петли и снова 2. Всего в кольцо мы должны с вами провязать 15 столбиков с накидом. Самый первый столбик мы тоже его учитываем. Получается, мы провязали 1, 2, 3 столбика, нам необходимо еще провязать 12 столбиков. В процессе вязки кольцо можно утягивать и вот эти столбики друг с дружкой прижимать. Далее провязываем в кольцо оставшиеся столбики. Провязали 15 столбиков, обязательно пересчитайте с учетом первого. Теперь мы должны с вами затянуть вот это вот отверстие. Берем крючок, находим нить, наш кончик, и прям хорошо туго затягиваем. Вот такое вот отверстие, как можно меньше оно должно у вас получиться. И теперь мы будем делать соединение и переходить уже на второй ряд. Вытягиваем нашу нить побольше, находим первый столбик, сверху вот такая косичка, заводим крючок с обратной стороны и захватываем нашу петельку, протягиваем. Крючок вводим теперь вот между вот этими 2 столбиками, вот сюда. На крючок надеваем петельку, берем рабочую нить и затягиваем. Вот так у вас должно получиться. Теперь захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю вперед. Столбик вытягиваем подлиннее. Столбик должен быть на высоту столбика с накидом. Вот такой вот. Теперь мы будем делать имитацию столбика с накидом.
Для этого мы делаем оборот против часовой стрелки, захватываем рабочую нить, вниз ведем крючок и вперед выводим. Вот таким образом у нас получилась имитация столбика с накидом. И его провязываем. Покажу еще раз. Вытянули петельку. Делаем оборот против часовой стрелки. Захватываем рабочую нить, вниз ведем и вперед. Провязываем 2 петельки. Далее мы будем второй ряд вязать уже по 2 столбика с накидом в каждое отверстие. Вот в эти отверстия. То есть крючок будем вводить под вот такие вот косички. Делаем накид на крючок. В это же отверстие снова вводим крючок. Захватываем рабочую нить. И провязываем столбик с накидом. Снова накид на крючок. Следующее отверстие. Петельку, когда будете вытягивать, не оставляйте ее вот здесь вот внизу, такой маленькой. Вытяните чуть побольше и провязывайте. Снова накид и в это же отверстие второй столбик. В первом ряду мы провязали 15 столбиков, во втором ряду мы будем между вот столбиками провязывать по 2 столбика. То есть у нас во втором ряду должно получиться 30 столбиков с накидом. Далее снова накид на крючок, следующее отверстие, провязываем 2 столбика. И так далее провязываем до конца ряда. Делаем соединение второго ряда. Оно точно такое же, как и в первом ряду. Вытягиваем петельку, крючок заводим под косичку. Вот он, первый наш столбик. С изнанки под косичку. Захватываем петлю. Вытягиваем. Заводим крючок между двумя столбиками. Накидываем петельку на крючок. Подтягиваем. И петельку вытягиваем. Также делаем столбик. Поворачиваем. Захватываем рабочую нить. И провязываем. Далее мы должны будем разделить наш круг на 5 равных частей. Для этого берем маркеры. Отсчитываем 5 отверстий. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую продеваем маркер. Снова отсчитываем 5 отверстий. 1, 2, 3, 4, 5. И продеваем. И так до конца. Далее до маркера провязываем по одному столбику с накидом. Провязали до маркера. Здесь мы провязываем 3 столбика с накидом в одно отверстие. Провязываем первый столбик, второй и третий в это же отверстие. Вот здесь у нас получилось 3 столбика. Самый центральный столбик мы снова должны отметить маркером. Вот сюда вот. В следующем ряду мы будем снова здесь провязывать 3 столбика. Далее мы снова провязываем по одному столбику с накидом до маркера и здесь делаем 3 столбика.
Дошли до маркера и провязываем снова 3 столбика. Центральный столбик отмечаем маркером. И так мы провязываем до конца ряда. Вяжем одинарные столбики. Здесь прибавка из 3 столбиков. В каждом, где у нас стоит маркер. В конце у нас здесь, где находится маркер, есть уже 1 столбик. Здесь провязываем 2 столбика. Довязываем до конца. Делаем соединение 3-го ряда. И теперь мы уже будем вязать 4-й ряд. У нас уже вот видны такие небольшие углы. Далее мы точно так же до маркера провязываем одинарные столбики с накидом. Делаем накид и провязываем по 1 столбику до маркера. Провязали до маркера и здесь снова делаем 3 столбика. Один столбик, второй и третий. И снова маркером отмечаем 3-й наш столбик. То есть центральный вот этот из 3 столбиков. Далее провязываем точно так же по 1 столбику до маркера. Получается, между маркерами у нас уже по 7 столбиков с накидом. И в каждый центральный столбик, где мы отмечали маркером, мы провязываем по 3 столбика. Довязываем до конца самостоятельно 4-й ряд. Переходим к вязанию 5-го ряда. Здесь мы точно так же провязываем по 1 столбику с накидом до маркера. И где маркер, мы провязываем 3 столбика с накидом. Провязываем до маркера. Довязали до маркера. Здесь мы убираем его и провязываем 3 столбика в одно отверстие. Один столбик, второй и третий. И отмечаем маркером центральный столбик. Далее вязание у нас повторяется точно так же. Провязываем по 1 столбику до маркера. Здесь 3 столбика. И между у нас прибавками теперь будет 9 столбиков. Довязали 5-й ряд до конца. Я нить обрезала уже. Сейчас мы сделаем соединение. Вытягиваем полностью наш кончик и заводим крючок вот сюда под косичку. Захватываем кончик нити, заводим его в центр вот этой косички. Таким образом мы сделали соединение, и теперь кончик нити нам необходимо спрятать здесь. Вот такой вот пятиугольник у нас получился. Он немного вот такой вот неровный сейчас, но мы его потом отпарим, и он примет свою форму. Обязательно пересчитывайте столбики, и на уголочках у вас всегда должно быть по 3 столбика. Теперь мы будем уже вязать отдельно каждый уголочек звезды. Где у нас установлены маркеры, мы там теперь провязывать столбики не будем.
мы будем провязывать между ними. То есть находим столбик после маркера, вот отверстие, в это отверстие мы начнем провязывать, и до следующего маркера, вот до сюда. И у нас здесь всего получится 11 столбиков. Берем нашу нить, заводим крючок после маркера в отверстие, вытягиваем петельку и провязываем. Наш кончик нити мы будем укладывать вдоль вязания и провязывать вместе. Теперь мы делаем еще 2 петли подъема. Раз, два. И провязываем столбик с накидом в следующее отверстие. Провязываем столбики до следующего маркера, вот до сюда. Провязываем последний столбик. У нас должно получиться 11 столбиков между вот этими маркерами. Теперь мы будем переходить на второй ряд. Делаем 2 воздушные петли. Раз, два. И переворачиваем наше вязание. Далее мы будем вязать также столбиками с накидом, но по краям мы теперь уже будем делать убавки с этой стороны и с этой. Делаем накид на крючок и вводим крючок не вот в это отверстие, а во второе. Вытягиваем петельку, провязываем 2 петли на крючке. Далее снова делаем накид на крючок, следующее отверстие. Провязываем 2 петельки. И теперь у нас на крючке осталось 3 петли. Их все вместе мы провязываем. Так мы сделали убавку. То есть 2 столбика мы провязали вместе. Далее мы провязываем столбики с накидом в каждое следующее отверстие. Их теперь у нас будет 5. Затем у нас снова будет убавка. Провязываем 5-й столбик. И теперь мы сделаем убавку. Накид на крючок. Провязываем 2 петельки. 2 остаются. Дальше снова накид на крючок. Следующее отверстие. Провязываем 2 петли и 3 петельки на крючке. И теперь нам в конце еще нужно сделать 1 столбик. Делаем накид на крючок и находим петельку. Вот у нас здесь был столбик из воздушных петель. Вот в самую крайнюю петлю с косичкой вот этой, сюда мы вводим крючок и провязываем столбик. Таким образом у нас будет край ровный. Далее провязываем 3-й ряд. Делаем снова 2 воздушные петли и переворачиваем. Снова делаем убавку. Накид на крючок. Вводим крючок не в первую, во вторую петлю. Провязываем убавку. Далее у нас идет 3 столбика уже. И снова убавка. Делаем убавку.
Когда мы провязываем убавку в конце, вот эта петелька как бы кажется, что последняя. На самом деле нам нужно сделать накид на крючок и в последнюю вот эту косичку провязать столбик. Не забывайте его провязывать, чтобы край был ровный. Вяжем 4-й ряд, делаем 2 воздушные петли, переворачиваем, снова делаем убавку. Теперь у нас остался один столбик с накидом, и снова будет убавка. И провязываем последний столбик. Провязываем последний 5-й ряд, делаем 2 воздушные петли, переворачиваем. И этот ряд у нас состоять будет из 2 убавок. Делаем накид, провязываем убавку. И еще одну убавку провязываем. Закончили провязывать 5-й ряд, и в конце уже у нас нет одинарного столбика. Здесь мы уже провязали убавку, сделали. Теперь мы нить обрезаем и кончик прячем. Вот таким образом мы связали с вами уголочек звезды. Последующие вяжется точно так же между маркерами. Где маркеры мы не провязываем, между ними 11 столбиков. Это начинается наш 1-й ряд. И вяжется точно так же. Когда будете последний провязывать, не забывайте, нить не обрезайте. Она нам нужна будет для сшивания деталей. Провязываем самостоятельно остальные уголочки. Наша вторая половинка готова. Обязательно нужно ее отпарить, чтобы она приняла правильную форму. Теперь для сшивания мы оставляем нить 1,2 метра. Сейчас мы вот здесь вот завершим вязание. Продеваем в петельку нить и затягиваем. Затянули нить. Теперь мы переворачиваем наизнанку. Берем вторую нашу половинку и ложим ее лицевой стороной кверху. Продеваем в иголку нашу нить и будем сейчас сшивать. Соединяем 2 половинки так, чтобы у нас они сходились друг с дружкой. То есть столбики должны совпадать со столбиками. И вот здесь вот в уголочках. Здесь даже можно закрепить их маркером, вот этот уголок. Это где мы столбики не провязывали. Для того, чтобы мы ориентировались по ним, и чтобы у нас вот здесь было ровно. Берем иглу и смотрим. Из-за крайней петли мы должны их прошивать. Затягиваем, находим следующую петельку за верхнюю, у этой половинки тоже, и захватываем их. Далее с обратной стороны теперь верхние петельки.
И таким образом мы прошиваем всю нашу звездочку, но не до конца, оставляем место, чтобы мы смогли наполнить ее наполнителем. В уголочке мы здесь пошиваем прям за обе вот эти петельки. Вот с этой стороны за обе и здесь. И далее опять снова за верхние петельки вяжем. Оставляем вот такое вот отверстие, наполняем синтепоном плотно и прошиваем до конца. Подушка звездочка готова. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Отмечайте меня на своих работах в Инстаграме. Буду рада поделиться ими на своей страничке. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.